Друзья, всем привет! На связи Паша Клымок. Ставим палец вверх, если вы цените мой труд и если вам интересна тема моноколес. Постараюсь быстро не ехать, чтобы в микрофон не задувал ветер. Ну а там по факту уже в принципе как получится. И сегодня на повестке дня у нас тема: не нужно жертвовать здоровьем ради моноколеса. По факту, я более чем уверен, что если задать вопрос, допустим, любому из вас и спросить про что для вас важнее, допустим, быть полноценно здоровым или сломать какую-то ногу, катаясь на моноколесе, я думаю, что каждый из вас скажет, что здоровье важнее. И с этим я целиком и полностью согласен. Иногда в комментах проскакивают фразы из формата «Да у меня болят ноги после 1 километра», «У меня болят руки», «У меня болит спина», «У меня голеностоп», 1, 2, 3. И знаете, во-первых, я лично удивлен тому факту, что после 1 километра, 2 километров езды на моноколесе может что-то болеть. То есть болеть, в принципе, должно и может спустя, наверное, километров 20, 30, 40. У всех структура тела, здоровье, ноги, у всех все разное. Окей, упустим этот момент. И вы знаете, если даже брать тот факт, что езда на моноколесе вредит вашему здоровью, то зачем нужно тогда моноколесо? Давайте откатимся, кто-то на 15 лет назад, кто-то на 20, кто-то на 30 лет назад, в детство. И в детстве все родители стараются отдать детей куда-то в какие-то секции, на фехтование, на танцы, на всякие дзюдо и тому подобное. И детям кому-то это нравится, кому-то не нравится. Кому-то нравится больше рисование, кому-то нравится больше художественная гимнастика. То же самое касается и с транспортом. Одному ребенку нравится ездить на скутере, другому нравится ездить на скейте. Одному нравятся ролики, другого не затащишь. А почему же тогда формат моноколесников должен менять мнение человека? Нравится ему это или нет? Мне кажется, мы с вами, взрослые люди, и должны целиком и полностью, отдавая себе отчет, понимать, что что-то действительно нам может приносить вред, что-то может, быть на пользу. И, соответственно, все эти моноколесные диалоги касательно здоровья, касательно боли в коленях, касательно боли в ступнях, икрах и тому подобных, это, в принципе, это и важно, и страшно. Почему? Потому что, посудите сами, если после пары километров езды на моноколесе у вас уже начинаются проблемы со здоровьем, может быть, стоит начать двигаться на моноколесе не с парков и тротуаров, а с посещения врача. Хирурга, не хирурга, не знаю, невропатолога, который посоветует и скажет, насколько вы готовы, насколько ваши ноги, колени готовы к езде такому стилю. Сейчас на дворе у нас июнь месяц, был на даче и без колеса. Был на даче без колеса, вернулся и в первый же день взял колесо катнуть. Оно наполовину заряжено, поэтому сильно не разгоняюсь. И как такое количество людей, которое сейчас в выходной день, воскресенье, колесит по паркам, набережным, Трухановому острову и тому подобное, я, честно говоря, удивлен. Удивлен количеством и удивлен тому, что по сравнению с прошлым годом, с прошлым летом, в принципе, даже такого количества, по сути, и не было. Я удивлен положительно. Почему? Потому что велоинфраструктура, электронный транспорт, велосипеды, самокаты, электросамокаты, они развиваются. И это не может не радовать.
обогнал машинки, то с ними, за ними плестись в зеркало заднего вида. Вот, кстати, все говорят, что да, это хрень, там косоглазым станешь. Нет, еду, смотрю прямо, смотрю на вас в камеру и бочком вижу, что за мной и велосипедисты не могут обогнать, и машины там подпирают, ну, короче, не сильно комфортно. Поэтому сбавляем чуток скорость, чтобы опять же в микрофон было слышно не ветер, а наш с вами диалог. Друзья, хочу вот прямо, знаете, доехать до завершающей точки Труханова острова. Такая пешеходная тут полоса, если видите, да, количество народу, которое тут передвигается, ну просто все воображение поражает. И самое интересное, что ограничение для автомобилистов тут на этой дороге ограничивается 20 км в час. Если вы видите, на тротуаре, на дороге как раз везде есть разметка. Есть разметка, есть указатели 20 км в час, и более того, даже есть камеры, которые фиксируют скорость и потом просто не впускают на шлагбауме нарушителей, которые двигаются быстро. Поэтому только что те машины, которые я обогнал, они хотели бы двигаться быстрее даже на тех участках, где нет велосипедистов, но они не могут себе это позволить, потому что потому что могут наказать. В одном из следующих роликов ну и итог нашего с вами диалога, моего монолога, назовем так, да, оставляйте фидбэк, чтобы мой монолог не был радио со стены, которая только вещает, чтобы у нас был с вами диалог. Итог, на мой взгляд, следующий. Если вы пробуете какой-то вид транспорта, неважно, там, не знаю, скутер, самокат, гироскутер, велосипед, моноколесо, и вам он не заходит, у вас начинаются проблемы со здоровьем, а здоровье важнее, чем любой транспорт, я считаю, что нужно этот транспорт бросать. Нужно менять его на какой-либо другой, который больше подходит под структуру вашего тела и физическую подготовку именно вас, а не кого-то, кому моноколесо, допустим, зашло и нравится. Только и всего. Друзья, ну и по традиции давайте фидбэк по поводу того, а есть ли у вас или были раньше какие-то проблемы со здоровьем. Имею в виду какие-то проблемы, которые могут повлиять на то, чтобы, в принципе, этим транспортом не заниматься, на этом транспорте не ездить. С вами был Паша Комик. До новых встреч в новых видосах. Всем пока.